Всем привет! С вами Валерий Десятовой. До выхода DLC «Сердце России» остается совсем немного времени, и в этом видео я попробую проанализировать все аспекты, связанные с этим дополнением для игры Euro Truck Simulator 2. Мы посмотрим не только скриншоты, уже доступные для изучения, но и постараемся копнуть глубже, чтобы проследить весь путь появления нашей страны на просторах игры Euro Truck Simulator 2, включая моды. Только так мы сможем понять, что же нас ждет в новом дополнении, и ответить на вопросы, почему Россия появится в игре именно сейчас, каким будет дополнение «Сердце России» и как выход этого дополнения повлияет на всех нас. Будет ли это дополнение провальным или произведет фурор в мире ETS 2? Не знаю, посмотрим. Далее будут и факты, и спекуляции, прогнозы и предположения. Будет экскурс в историю и техническая информация о методах разработки. Видео намечается не на 5 минут, так что заваривайте чай, устраивайтесь поудобнее, и в описании к видео я сделаю тайм-коды для более удобной навигации. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, обязательно пишите свои комментарии о новом DLC, чтобы совместно вместе с вами понять, от чего мы собственно ждем от разработчиков. Отдельная благодарность тем, кто разместит видео на своих ресурсах. Ну, а мы начинаем! «Сердце России» – отличное название, за которым скрываются просторы европейской части нашей страны. Лично я до конца так и не верю, что это все происходит на наших глазах. Очень долгое время в сообществе бытовала идея о том, что Россия никогда не появится в игре официально. Какие только доводы не приводились, но в целом мало кто реально ждал Россию в игре. Для того, чтобы она появилась, сама игра должна была проделать огромный путь длиной в 10 лет. – 18 октября 2012 года происходит релиз игры Euro Truck Simulator 2. У игры хорошие продажи и оценки, но в офисе компании-разработчиков SCS Software царит напряженная обстановка. По воспоминаниям директора компании Павла Себора, после релиза никто не знал, что делать дальше. Игра продалась хорошо, но не так хорошо, чтобы запустить работу новую игру. В те времена по офису компании ходили слухи о частичном или даже полном закрытии студии. Почему, если запуск игры был относительно успешным по меркам самой студии? Причин, как всегда, несколько. Рынок компьютерных игр развивался стремительно, появлялись новые технологии, графика развивалась не по дням, а по часам, требования и ожидания игроков возрастали еще быстрее, росла и стоимость разработки, стал четко проявляться сегмент высокобюджетных игр и инди-сектор. Уже невозможно было создавать конкурентные игры маленькими командами разработчиков. Пару лет назад на этих изменениях погорела компания SoftLab NSK, затянувшая с разработкой Дальнобойщиков 3. Игра успела устареть еще до выхода и не оправдала ожидания игроков и издателя. Что стало серией Дальнобойщики, думаю, напоминать не нужно. ETS 2 для чехов также оказалась гораздо более сложной и дорогой для разработки игрой, чем любые предыдущие, а прибыль, получаемая после ее релиза, хоть и покрыла затраты на разработку игры, не могла дать импульс для старта разработки еще более сложной и комплексной игры с цифрой 3 в названии. До этого традиционный цикл создания игр в компании SCS Software заключался в быстрой разработке новой игры, выводе ее на рынок, получении прибыли и запуске новой разработки. По сути, был запущен конвейер игр, и вот настало время, когда он дал сильный сбой. С помощью такого конвейера появлялись знаменитые игры компании раньше. Стоит вспомнить, например, серию 18 стальных колес. Каждый год на развалах с дисками появлялось что-то новое, и в этой фразе главное слово «диски».
До появления Euro Truck Simulator 2, а даже и некоторое время после выхода игры, именно диски являлись основным способом доставки игр покупателю. Существенная часть дохода от продаж уходила издателям. Имелись сложности с прогнозами на необходимый тираж, всегда дисков либо не хватало, либо печатались лишние, а в любом случае либо убытки, либо недополученная прибыль. И эти риски издатель щедро делил с разработчиками. Также с помощью дисков невозможно продавать, например, небольшие дополнения для уже вышедших игр. Диски можно перепродавать, отдать другу, кругом одни убытки. Стоит упомянуть и проблему пиратства, особенно в нашей стране. Про развалы с дисками по 70 рублей я уже упоминал. В те времена по черным флагам ходили почти все. И не видеть бы игры ETS 2 будущего, если бы не одно «но». Рынок дал небольшим командам разработчиков еще одну возможность. Палочку-выручалочку, позволяющую уйти от устаревших форм издания игр. Формат цифровой дистрибуции. Я, конечно, говорю о Steam. Клиент для установки новых версий контры за 10 лет развития превратился в крупнейший цифровой магазин видеоигр. Конечно, чехи пытались организовать цифровые продажи игр на собственном сайте, но массовый приток покупателей пришел к ним только после релиза игры в Steam в январе 2013 года. Стоит сказать, что на март 2021 года продано уже более 9 миллионов копий игры. Это очень хороший результат для относительно небольшой студии. Итак, к началу 2013 года SCS Software имеет законченную игру Euro Truck Simulator 2 и не имеет возможности начать полноценную разработку новой части. У компании имеется база игроков, уже купивших игру и теоретически готовых покупать дополнения к этой самой игре. Сложив дважды два, Павел Себер принимает непростое решение развивать уже вышедшую игру как платформу для новых DLC. Тогда еще игровая индустрия не имела большого опыта по длительному циклу развития уже вышедших игр, как бы сейчас сказали, игр-сервисов. По сути, чехи стали одними из первых, кто доказал успешность данной модели. 20 сентября 2013 года выходит первое дополнение «На Восток», в котором добавлены Польша, Словакия, Чехия и Венгрия. Дополнение создано той же маленькой командой, работавшей над базовой игрой, на тех же игровых ресурсах и префабах. Главной задачей перед чехами в то время стояло проверить гипотезу с успешности продаж DLC для вышедшей игры. И хотя первое дополнение не имело ничего грандиозного в плане контента, сама идея показалась игрокам позитивной, учитывая, что половина Европы в игре так и не была представлена. Но по тем временам планка ожиданий игроков не была высокой, и DLC встретили довольно тепло. Игровой мир существенно расширился, также по мере развития игры добавлялись новые функции движка, новые геймплейные улучшения и осуществлялось лицензирование представленных в игре грузовиков. Стало формироваться фанатское сообщество. Начинают выходить моды, которые существенно улучшают и расширяют игровой опыт, увеличивая тем самым интерес к самой игре и ее жизненный цикл. По итогу, хорошие отзывы и продажи нового DLC не просто окупили затраты на разработку, но и вызвали новый виток продаж основной версии игры. Направление развития игры было принято верным, и это развязывает руки разработчикам. Начинается по-настоящему долговременное развитие игры. С этого момента расширяется штат компании, а количество и качество каждого нового DLC непременно увеличивается. Уже в процессе создания следующего DLC, Скандинавия, мы видим, как разработчики начинают работать над новыми моделями окружения, префабами и дорогами, функциями самого редактора, чтобы обеспечить удобство и скорость строительства и перейти на новый уровень качества, отличный от базовой версии игры. И этот подход сохраняется на протяжении всех последующих DLC. А что же Россия?
Мысли о добавлении нашей страны на просторы игры посетили многих в то время, начиная с самого релиза игры, и особенно после добавления в игру Польши, от которой до России можно дотянуться через территории Белоруссии. В это время появляются модификации, такие как российские просторы, Восточный экспресс, но главным образом для нас с вами важно появление таких модов, как Русмап и Южный регион. С этого периода начинается новая эпоха и в развитии российского комьюнити игры. Первая версия Русмап появляется весной 2014 года. Через Белоруссию мы могли доехать до самой Москвы. В дальнейшем территории карты увеличивались, охватывая европейскую часть России, и эта модификация стала базовой для всех любителей покорять просторы России в ETS-2. Чуть позже к ней присоединилась карта Южный регион. С тех давних времен и по сей день эта базовая связка карт является основой для развития территории России в игре. На пике развития эта связка модов подкупала своим качеством и вниманием к деталям. Ну а самое главное, конечно, атмосфера, передаваемая этими модами. Думаю, многие из вас в свое время накрутили не 1000 километров на КамАЗе, путешествуя по дорогам этих модов под песню «Тихий огонек» группы «Високосный год». Известна эта связка и в западном комьюнити. По сути говоря, о России на западных сайтах имелись в виду именно эти модификации. Конечно, со времен рассвета этих модов стандарты игрового картостроения существенно выросли. Особенно планка уехала вверх после выхода дополнения Beyond the Baltic Sea, в котором добавилось множество элементов высокого качества, соответствующего нашим территориям. Уже на этом этапе картостроительным модификаций потребовалось существенно переработать как свой подход к разработке новых территорий, так и апгрейдить старые территории модов. В дальнейшем эта проблема будет только нарастать, учитывая, что планку качества дополнений, таких как Черное море и Иберия, разработчики поднимут еще выше. Собственно, такой контраст вынуждает самих разработчиков перерабатывать старые участки карты под новые стандарты. В последние годы сделан рескин Германии, на подходе полный реворк Австрии. Что уж говорить о модификациях. Базовые территории Русмапа сегодня выглядят бесповоротно устаревшими. И все-таки немного обидно слышать упреки в адрес этого проекта. Именно он многие годы давал нам желаемый игровой опыт. Тем не менее, даже после ухода автора проекта отдел, новая команда занимается поддержкой и развитием мода, а с выходом DLC «Сердце России» бережно вплетет современные наработки в ядро дополнения. Ну а карта Юга России отлично развивается и сегодня. Автор вносит исправления и в старые территории и добавляет новый контент. Мы все ждем новую версию в конце января. Как бы ни было, появление DLC «Сердце России» решит многие проблемы и проекта Русмап, и картостроения в целом, а многие проблемы, безусловно, создаст. Но как вообще появилась идея создания DLC «Сердце России»? С какого момента мы можем начинать отсчет? Полагаю, решение о разработке было принято существенно раньше, чем мы с вами могли бы думать. Давайте переместимся с вами в 2018 год. В феврале 2018 года SCS Software впервые дразнит нас намеками на новое DLC. Фанаты быстро вычисляют, что в разработке находятся целых 5 стран. До этого 2 года подряд выходили DLC, посвященные только одной стране, а именно Франции и Италии. В новом DLC планируется реализовать прибалтийские страны, включая часть территории России. Тогда это произвело большой фурор, ведь территории базовой игры подходят вплотную к нашим границам, а даже, может быть, немножко заходят за них. Изначально многие сошлись во мнении, что добавят только Калининградскую область, транзитную между Польшей и Прибалтикой, но постепенно нам дали понять, что мы увидим второй город страны, Питер.
Блог об этом вышел 21 сентября 2018 года. По уже имеющимся скриншотам стало понятно, что проделана огромная работа по добавлению моделей окружения и знаков, соответствующих исключительно российским реалиям. Именно поэтому еще до релиза этого дополнения мне стало понятно, что на добавлении Питера и Пскова чехи не остановятся. Столько сил потрачено на создание префабов, знаков, домов, чтобы показать нам каких-то 5-6 городов? Нет, это несерьезно. 29 ноября 2018 года происходит релиз дополнения Балтика. У дополнения отличный сарафан и продажа. Отзывы в Steam очень положительные. Это важный момент для всей истории. У маркетологов из CS Software появились данные о продажах по странам, и, думаю, доля покупателей из России окончательно подтвердила возможность заработать на DLC по тематике только российской территории. К этому времени для всех нас иметь Steam аккаунт и отказаться хотя бы частично от пиратства стало практически нормой. И примерно в этот период Павел Себор начинает заводить разговоры о необходимости разделения команд картостроителей в компании на несколько групп, чтобы обеспечить график выхода и качество исполнения новых DLC. Более актуален этот вопрос в American Truck Simulator, где количество штатов гораздо больше и график выхода необходимо уплотнять. Но были проброшены слова и в адрес ETS 2. Позже карты смешает пандемия коронавируса, сильно сдвинувшая сроки выхода Иберии, но думаю, не ошибусь, если скажу, что проработка DLC «Сердце России» начинается уже во время разработки и особенно сразу после выхода Балтики. На первом этапе, который длится от полугода до года, главной деятельностью является сбор информации и планирование разработки, составление предварительной карты будущих территорий. Пока вся команда трудится над территориями Черного моря, несколько человек закладывают основы DLC «Сердце России». В первую очередь определяется, какие территории будут реализованы. И это на самом деле не самый сложный вопрос. Уже после выхода Балтики я сам, не имея никаких инсайдов, довольно точно воспроизвел карту будущего DLC, исходя только из понимания сроков и ресурсов разработчиков. Мы даже запускали флешмоб под тегом «Нам нужно больше России», и хотя я почти уверен, что он никак не повлиял на принятие решения разработчиков о разработке DLC, мы в итоге своего добились. После того, как предварительно готова подложка и определены города, начинается этап накопления информации. Возможно, летом 2019 года совершается выезд на территорию России. Уж больно актуальную информацию несут в себе скриншоты. Отследить это мы можем по добавлению в DLC Ржевского мемориала советскому солдату, открытие которого состоялось 12 ноября 2018 года, что, кстати, очень близко к датам релиза Балтики. На основе открытых данных в интернете воссоздать такую локацию просто невозможно. Впрочем, выезд мог состояться и в 2020 году, но я все же склоняюсь к 2019, так как имеются косвенные данные о том, что основа DLC «Сердце России» разрабатывалась параллельно циклопической Иберии. Возможно, в какой-то момент все силы были брошены именно на Иберию, но то, что наработки велись заранее, по-моему, очевидно. Факт в том, что осенью 2020 года внезапно появляются первые скриншоты нового DLC, и это за полгода до релиза Иберии. Это говорит нам о том, что разработка уже ведется довольно давно и активно, а это значит, что предварительный этап по подготовке основного костяка моделей и префабов уже проведен успешно и в большом объеме. Что же нам показали? Первым сигналом о разработке DLC по территории России были скриншоты поселка Пашихонье, показанные 19 октября 2020 года. Мы видим территории, которые расположены сильно дальше уже готовых территорий северо-запада России. На скриншотах готовые локации, которые явно лежали в виде консервов уже достаточно долго,
чтобы при удобном случае пиар-отдел мог ими засветить. Это и произошло в октябре. Как я понял, это было сделано отчасти и потому, что команде картоделов хотелось начать получать обратную связь от сообщества и повысить мотивацию. А это снова говорит нам о том, что на тот момент разработка шла активно и достаточно долго. Анонс в целом был ожидаем, но как же было приятно, что мы не ошиблись в этих рассуждениях. Наконец-то Россия. Я не был удивлен, но был очень обрадован тем, что мои теории о скором появлении России оправдались. Очень хотелось понять, чего нам ждать, насколько сильно продвинутся чехи в качестве относительно Балтики. Томительное ожидание началось, страшно подумать, в позапрошлом году. Следующий кусок мозаики был показан только 21 декабря 2020 года на праздничной трансляции CS, где нам показали развязки следующего после Иберия обновления. На них без труда узнаются очертания Московской кольцевой автодороги. Косвенно подтвердили Москву, без которой, собственно, и невозможно представить DLC по тематике России. Ну а дальше следует официальный анонс и череда блогов, где нас начинают заваливать информацией о будущем дополнении. А что, собственно говоря, мы увидели? Давайте проанализируем. Первое, на что мы должны обратить внимание, это, конечно, атмосфера, которую передают скриншоты. Главная опасность в воссоздании России людьми из Восточной Европы – это потеря того самого российского колорита. Для разработки дополнения чехи специально наняли несколько специалистов из России, чтобы отслеживать этот скользкий момент. Мы видим на скриншотах локации, атмосфера которых передана отлично, включая как современные новые автострады, так и малозначимые региональные дороги с плохой разметкой, узкими обочинами и придорожными забегаловками сомнительного характера. Отдельно стоит отметить внимание на природу нашей страны. Чахлые березки на болотах северо-запада, степные территории ближе к южным частям карты, с небольшими лесополосами и пахотными землями. Самое сложное, конечно, воссоздать города с родными сердцу панельными микрорайонами, крупными торговыми центрами на окраинах, пыльными промзонами с легко узнаваемым бетонным забором в ромбик. Выводы делает каждый сам за себя, но я скажу, с этим разработчики справляются очень даже неплохо. Финальный итог мы сможем подвести уже только после выхода DLC в релиз, но даже сейчас видна колоссальная работа над деталями. Отдельно отметим огромное количество моделей, панельки, деревянные домики, кафешки, церкви, шиномонтажки, современные высотки, включая Москва-Сити. Все сделано на высоте. Добавили также не один десяток стел на въезде в города и области, а ведь это еще одна довольно уникальная черта нашей страны. В Европе бы отделались типовыми знаками, не заморачиваясь с огромными бетонными конструкциями. Отдельное внимание уделено двум важным аспектам нашей культуры – памяти о Великой Отечественной войне и православной вере. Множество церквей и монументов, таких, например, как уже упомянутый Ржевский мемориал или памятник водителям в Брянске, вселяют уважение к неформальному подходу к нашей стране. На фоне повышения градуса напряжения в политике и повышения уровня халтуры даже в AAA проектах от крупных студий подобное отношение к деталям и уважение к культуре России от европейской студии кажется чем-то необычным и очень крутым. Но есть и тревожные звоночки. Кое-где есть косячные знаки, корявые фразы в уличной рекламе и другие мелочи, выбивающие из колеи. Очень часто на среднем и дальнем плане используются восточноевропейские панельки, которые знающий глаз сразу отличит от российских. То же касается и ЖД. С европейскими вагонами вместо наших родных серо-красных амендорфов и ТВЗшных плацкартов. Но это мелочи. С одной стороны, они легко фиксятся как до, так и сразу после релиза, а с другой, они не так уж сильно влияют на общую атмосферу визуальной составляющей дополнения. Предварительно, лично я в восторге от деталей,
от обилия контента и от общей атмосферы. Но, повторюсь, выводы мы сделаем окончательно только после релиза. Следующее, что нам нужно оценить, какие же точно территории попадут в финальный вариант DLC. На 100% не знает никто, кроме разработчиков, но уже сейчас можно сделать определенные предположения, основанные на скриншотах, взломе файлов игры и общей логике картостроения. Перед вами карта будущего дополнения, которую я составил еще очень давно, и перед записью этого видео я лишь внес небольшие исправления на основе того, что уже показали разработчики. Пришлось убрать из наброска карты города Липецк, Тамбов и Пензу. Видимо, в сердце России мы их не увидим, а жаль. Изначально я не смог предположить, что добавят Петрозаводск, но он будет. Это может косвенно указывать на планы добавления северных территорий России вплоть до Мурманска в каком-нибудь из будущих DLC на тему Севера Европы, в которую могут войти и северные территории Скандинавии. Крайней восточной точкой, по-видимому, будет город Саранск. Это совсем недалеко от Самары и будет иметь значение при дальнейшем развитии экосистемы модов на основе карт Волга-Мап, Русмап, Сибирмап. Жаль, что разработчики не зацепили город Казань, нам было бы немного легче. На западе границы пройдут по городам Смоленск, Брянск и Орел. Довольно странно будет не иметь возможности прямого транзита через Беларусь, но этот момент, я надеюсь, как раз возьмут на себя мододелы из команды Русмап, ведь это очень важная транзитная артерия из России в Европу. Для подробного изучения карты ссылочку на нее я оставлю в описании под видео. Глядя на карту, напрашивается вывод, что команда картостроителей DLC «Сердце России» не будет переброшена на другие проекты и в течение последующих 2 лет не спеша сможет продолжить работу над еще одним DLC по территории России, в которую войдут территории южнее Москвы. Или же они могут заняться как раз Белоруссией и Украиной. Опять же, наличие готовых моделей префабов России сильно удешевляет разработку каждого последующего дополнения в рамках российских границ и ближнего СНГ. Но это уже спекуляции, точно все расклады по распределению сил внутри компании CS мы не знаем, и как будет дальше, покажет только время. Давайте подведем итоги. Чего же нам ждать от DLC «Сердце России»? Ждать атмосферу, конечно. 100% будет на высоте. Много новых объектов, включая большое количество рекламы, граффити на стенах, старые «Жигули» в кустах на обочине, уникальные памятники и красивая природа. Все это создаст уникальный визуальный опыт. По сути, мы откроем Россию в ETS 2 заново. Ждать много контента. Судя по площади, нас ждет большое количество дорог и городов. Но я бы не стал ожидать очень плотную дорожную сеть, похожую на сеть дорог Русмапа. Будут сделаны основные трассы и кое-какие радиальные дороги. Но зато нас ждут секретные дороги, новые виды промышленности, новые грузы, будет огромное разнообразие в плане логистики, в том числе негабаритные перевозки, будет чем заняться очень долгое время. Ждать новую эпоху для моддинга. Выход дополнения разделит мир моддинга на до и после. Что-то такое уже было после выхода Балтики, и сейчас произойдет снова. И это позитивно. Куча новых объектов, обновленное ядро территории России, на базе которого при должном усердии всех активных команд модостроения мы можем получить еще больше территорий и еще больше контента. Возможно, появятся новые энтузиасты картостроения. Я, как автор проекта Сибирмап 2.0, очень высоко оцениваю важность и влияние этого дополнения. Через год-полтора мы, возможно, вообще не будем понимать, как мы жили до выхода DLC «Сердце России». Чего нам не ждать от DLC «Сердце России»?
В этом разделе я бы хотел остудить наиболее горячие головы тех, кто готов завысить планку ожидания от нового дополнения до небес, или наоборот, упереться рогом в совершенно незначительные моменты, упустив главное. Так чего же нам не ждать? Не ждать идеального исполнения. Обилие контента огромное, а значит, возможны косяки с атмосферой, с правильностью оформления знаков, переездов, с рекламой и тому подобные вещи. Для кого-то это может оказаться болезненным опытом. Также возможны и проблемы с оптимизацией на слабых компьютерах. Что-то подобное уже было при выходе DLC Iberia. Что-то из этого пофиксят разработчики, что-то мододелы, а что-то останется с нами навсегда. Не ждать всей России в одном DLC. Довольно глупый пункт, но у многих с этим будут проблемы, тут к гадалке не ходи. Территории дополнения хоть и будут огромными, после месяца игры многим из вас может показаться, что разработчики могли бы добавить и больше. Объездив все территории с конца в конец, есть риск словить ощущение, что не так уж тут всего и много, но это лишь проблема ожиданий каждого из нас. А еще я так и вижу эти отзывы о том, что могли бы добавить и Сочи, и Челябинск, и Абакан с Владивостоком, а если не добавили, то все дополнение полная халтура. Обсуждать глупость подобных суждений мы не будем. К тому же мы, мододелы, попробуем компенсировать этот момент. Не ждать свои дома и деревни. Тут следует напомнить, что мир игры создается в масштабе 1 к 19, то есть из 19 километров реального мира в игру попадает только 1 километр, и в этот километр нужно уместить развязки, микрорайоны, автострады и прочие вещи. Так что не следует ждать, что в игру попадут все значимые монументы, все дома и предприятия. Попадет только то, что разработчики примут как самое важное. И это надо просто принять, даже если вам кажется, что выбор сделан неправильно. Вы никогда не будете знать всех аспектов этого выбора, который может быть связан с оптимизацией, со взаимным расположением территорий и другими аспектами. Будут реализованы только самые важные элементы, дороги и развязки, возможно, центры городов, в которые мы будем заезжать сразу из трасс или промзон. И при этом не нужно ожидать, что будут заполнены все промежутки в этих городах. Также между городами не влезут какие-то важные поселки или деревни, и это тоже нормально. Так что не ждем никаких домов 1 к 1, как на Google картах. Это все-таки не новый Microsoft Flight Simulator. Отдельным пунктиком добавлю, что не стоит ждать тотально плохих дорог с огромными ямами и ухабами. Плохие дороги будут грунтовки, но никакой суровой России не намечается, и это хорошо. В общем, не будьте этим самым собирательным образом Васяна, который в отзывах Стима напишет о том, что DLC маленькое, его деревню не добавили, дорог как на Суровке не добавили, КамАЗ не добавили, а значит DLC отстой. Тем самым вы занижаете труды десятков людей. Я не одобряю, особенно в век реальной халтуры от крупных студий, которые занимаются дойкой игроков и ничем более. Мне кажется, команда SES достойна поддержки и хорошим отзывом, и в целом покупкой нового DLC. От себя добавлю, что новое DLC будет встроено в карту Сибири сразу на момент выхода, так что начинайте откладывать монеты уже сейчас. Это не та ситуация, когда стоит экономить и ждать, коротая время на чужих стримах и получая чужие эмоции. Думаю, именно это дополнение достойно именно вашего внимания и выводов, которые вы сделаете сами. В конце видео скажу только то, что это очень важная веха в истории нашей любимой игры. И это будет иметь влияние и на моды, и на комьюнити. И в совокупности с режимом конвой мы имеем шанс получить еще очень много лет крутого опыта совместной игры в симулятор дальнобойщика. А с развитием модовых проектов
включая проект Сибирмап 2.0, мы получим возможность покорить не только европейскую часть России, но и проложить путь за Уральские горы. Ничего похожего от конкурентов нашей игры и близко пока не предвещается. С вами был Валерий 10 Avoid. Надеюсь, я вас не сильно утомил. Напишите в комментариях ваши ожидания по новому DLC. Если видео понравилось, не забывайте свой царский лайк, делитесь роликом с друзьями, и все вместе с вами мы ждем, конечно, выхода Сердца России, после которого мы снова соберемся и обсудим, сбылись ли наши ожидания. Всем пока!